Афра Сарычоглу, казалось, была готова к тому, что ее жизнь снова окажется в центре внимания, но в этот раз повод был настолько громким и провокационным, что даже близкие подруги не смогли сдержать своего удивления. На днях актриса, известная своей сдержанностью и умением держать личное в секрете, неожиданно произнесла фразу, которая уже успела разлететься по всем светским кругам и обрасти десятками версий. «Ребенок от мертва», якобы сказала она в разговоре с человеком, которому доверяла. Эти слова моментально стали сенсацией, ведь речь шла о Мерте Рамазане Демире, актере, с которым Афру в последнее время связывали то бурные романы, то резкие ссоры. Говорят, что откровение произошло в тесной компании, где не было посторонних, и Афра, видимо, позволила себе слишком большую откровенность. Однако, как это часто бывает в мире, где каждый готов обменять чужой секрет на мгновенную популярность, фраза быстро покинула пределы частной беседы. Уже на следующий день журналисты, блогеры и любопытные инсайдеры наперебой публиковали намеки, пересказы и эмоциональные домыслы. Кто-то утверждал, что видел Афру в дорогом бутике детской одежды, кто-то, что Мерт в последнее время стал слишком часто навещать ее в доме на Босфоре. Интересно, что до этого момента пара, официально так и не подтвердившая свои отношения, в последние месяцы находилась в состоянии явного охлаждения. Мерт, по слухам, был замечен в компании других женщин, а Афра все чаще появлялась на мероприятиях одна. Тем не менее, их прошлое всегда было насыщено страстью, разрывами и внезапными примирениями, настолько, что никто не мог сказать с уверенностью, закончилась ли эта история навсегда. И вот теперь появилось новое звено в этой цепочке драмы — возможный ребенок. Друзья Афры утверждают, что она давно хотела стать матерью, но откладывала этот шаг из-за карьеры. Однако, по версии некоторых источников, именно отношения с Мертом изменили ее взгляды на будущее. Есть те, кто уверен, даже если они не вместе, Афра могла сознательно сделать такой выбор, считая, что он должен быть от человека, которого она любила больше всех. Эта версия находит сторонников, особенно среди поклонников актрисы, которые верят в ее искренность и самостоятельность в решениях. Но не все воспринимают признание Афры как чистую правду. Некоторые скептики полагают, что это мог быть эмоциональный выпад, сказанный в сердцах или с определенной целью. В их глазах фраза «ребенок от мертва» не более чем инструмент, чтобы задеть бывшего возлюбленного, напомнить ему о себе или даже вызвать реакцию ревности. Особенно с учетом того, что Мерт сейчас активно строит карьеру и, как говорят, готовится к съемкам в масштабном проекте. Мерт, в свою очередь, пока хранит молчание. Его близкие не дают прямых комментариев, но анонимные источники уверяют, что новость застала его врасплох. Есть даже слухи, что он пытался выйти на связь с Афрой сразу после того, как информация появилась в СМИ. Одни говорят, что он хотел прояснить ситуацию, другие, что его реакция была смесью удивления и раздражения. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что на прошлой неделе Афра была замечена в одной из частных клиник Стамбула. Репортеры, не теряя времени, выстроили целую цепочку предположений, от планового обследования до ранних сроков беременности. Сама актриса, увидев камеры, лишь вежливо улыбнулась и отказалась отвечать на вопросы, что только подогрело интерес публики. Поклонники и хейтеры разделились на лагеря. Одни искренне поддерживают Афру, считая, что она имеет право на личное счастье и свои решения, независимо от мнения окружающих. Другие же считают, что подобные заявления — это способ манипуляции общественным мнением, особенно в свете того, что каждая новость о ней моментально поднимает рейтинг любых проектов с ее участием. Между тем, в кулуарах ходят и более смелые слухи. Некоторые уверяют, что признание Афры — это своеобразный тест для Мерта. Если он действительно все еще испытывает к ней чувства, то должен сделать шаг навстречу, вне зависимости от того, насколько сейчас сложны их отношения. Другие же предполагают, что за этой фразой кроется попытка возродить интерес публики к их паре, ведь вокруг них всегда была особая аура скандалов и страсти. Чем закончится эта история, предсказать трудно.
Возможно, в ближайшие недели мы услышим официальное заявление либо от самой Афры, либо от Мирта. А может, все это так и останется на уровне намеков, домыслов и бесконечных обсуждений в социальных сетях. Но одно ясно уже сейчас, эта фраза стала очередной вехой в сложной, драматичной и, безусловно, захватывающей хронике отношений двух людей, чья личная жизнь давно перестала быть только их собственным делом. И если верить словам тех, кто видел, как Афра произносила эти слова, в ее голосе звучала не только уверенность, но и некая тихая радость. Будь то истина или тщательно продуманная игра, она знает, как удерживать внимание публики. А Мерт, как бы он ни реагировал, снова оказался в центре бури, имя которой Афра Сарачоглу.